Всем привет! С вами проект «Монтаж гибкой черепицы от А до Я». Я Михаил, а в моих руках большой роскошный гон черепицы Deokipay Dragon серии Люкс. Именно эту ламинированную черепицу в цвете трюфель мы сегодня будем укладывать на нашей крыше. Смотрите этот выпуск до конца, и вы узнаете. Как разметить скат, чтобы черепица легла ровно по всей поверхности. Какая хитрость позволит избежать разнотонных пятен на крыше? Как правильно прибивать ганты, чтобы черепица держалась крепко? Мы раскроем все секреты быстрого и качественного монтажа гибкой черепицы. Не забудьте подписаться, чтобы не потерять действительно полезный контент. Качественный монтаж гибкой черепицы всегда начинается с разметки ската. Ее наносят прямо поверх подкладочных ковров. Горизонтальные и вертикальные линии помогают выровнять черепицу по горизонтали и вертикали и служат ориентиром для кровельщика. Это ни в коем случае не направляющие линии, по которым нужно прибивать ганты, а всего лишь подсказка, которая упростит монтаж. На рынке есть ковры с уже нанесенной на заводе разметкой. Однако ориентироваться на нее нужно с осторожностью. Все дело в том, что большинство скатных крыш на практике не обладают идеальной геометрией. Очень часто расстояние от конька до карниза на противоположных фронтонах отличается. Также может отличаться длина конька и карниза. Чтобы убедиться в этом, достаточно промерить все стороны и диагонали. В нашем случае конек завален влево на 5 сантиметров. Монтируя черепицу снизу вверх строго по горизонту, мы столкнемся с тем, что ганты придется подрезать вдоль конька, а это только подчеркнет его наклон. Ведь идеально горизонтальных коньков практически не бывает. Именно по этой причине мы заранее учтем разницу в наклоне конька и нивелируем ее с помощью слегка наклоненной разметки. Визуально этот наклон не будет виден, а кровельное покрытие будет смотреться ровно и аккуратно. В нашем случае задача еще проще. Поскольку мы монтируем ламинированную черепицу в нарезке драконий зуб с хаотичным рисунком, вертикальные линии разметки нам не понадобятся. С помощью шнурки наносим только горизонтальные линии с шагом около метра. Готово. Можно приступать к монтажу. Замечу, что если на монтируемом скате есть яндова, то начинать следует с монтажа яндового ковра. О том, как правильно обустроить зону яндовы, мы расскажем в одном из следующих выпусков. На данном скате яндовы нет, поэтому мы сразу приступим к монтажу рядовой черепицы Dragon. Хочу обратить внимание на то, что на одном скате должна монтироваться черепица только из одной партии. Это общее для всех декоративных материалов правило, будь то черепица, обои или краска. Перед тем, как вскрыть пачку, слегка согнем и встряхнем ее, чтобы ганты немного отстали друг от друга. Вскрываем сразу 3 пачки с черепицей и берем для монтажа по очереди ганты из разных пачек. Это нужно для того, чтобы придать рисунку максимально хаотичный характер. Это также позволит нам, благодаря смешиванию гантов из разных пачек, избежать возможных проблем с разнотоном. Обратите внимание, на обратной стороне ганта нанесены 2 несъемные пленки с надписью «При монтаже не снимать». Они нужны для того, чтобы черепица не слипалась при хранении и транспортировке. Разумеется, снимать их не нужно. Монтаж черепицы начинается с нижнего ряда, который укладывается вдоль карниза. Обычно для этого используют коньково-карнизную черепицу, но в случае с Deokipay Dragon коньково-карнизная черепица не нужна, потому что гонт и так имеет идеальную прямоугольную форму. Первый ряд на скате потенциально наиболее проблемный с точки зрения возможных протечек. Поэтому, чтобы их не было, при укладке первого ряда необходимо тщательно промазать карнизный свес битумной мастикой на ширину 200 мм. Тщательно промазываем шпателем карнизную планку и подкладочный ковер. Главное, не переборщите.
Толщина слоя должна быть не больше полмиллиметра, иначе избытки битумной мастики могут в дальнейшем повредить черепицу. Наносите мастику не ближе, чем 1 см от угла карнизной планки, поскольку эта часть не будет закрыта черепицей. Черепица укладывается в стык гонт за гонтом. Естественно, с обязательным отступом от угла карнизной планки в 1 см. На скатах с углом наклона до 45 градусов черепица прибивается 5 кровельными ершонными оцинкованными гвоздями, строго по заводской маркерной линии. На таких скатах, как у нас, где угол наклона кровли больше 45 градусов, уже понадобится 8 гвоздей. Очень важно бить гвозди именно в линию, поскольку гвоздь в таком случае пробивает оба слоя черепицы. Некоторые почему-то бьют выше. Конечно, так делать не надо. Со временем это может привести к тому, что нижний слой черепицы, то есть подложка, отклеится и сползет вниз. Если же подняться еще выше и прибить гвозди в самую верхнюю часть, это в разы увеличит парусность незафиксированной части гонта. Поэтому сильный порыв ветра может сорвать кровельное покрытие со всей крыши. Забивая гвозди, следите за тем, чтобы шляпка плотно прижимала черепицу к основанию, но не углублялась в нее. Чрезмерное погружение шляпки нарушит прочность покрытия. Если вы пользуетесь, как мы, пистолетом, правильно настраивайте силу его удара. Итак, еще раз. Прибивая гонты, используйте только кровельные ершонные гвозди. Забивайте их только строго в линию. Правильно выбирайте количество гвоздей, 5 или 8 в зависимости от наклона ската. И тщательно настраивайте силу удара пневматического пистолета. Подходя к фронтону, помните, что длина последнего в ряду гонта должна быть не меньше 20 сантиметров. Если получается меньше, то просто подрежьте предыдущий гонт. Подрезку мы сделаем с помощью кровельной гильотины, про которую рассказывали в одной из предыдущих серий. Если у вас нет такого инструмента, можно резать ножницами по металлу или кровельным ножом прямо по месту, подкладывая под гонт обычную доску, чтобы не повредить планку. Перед тем, как укладывать последний гонт в ряду, нужно обязательно промазать область фронтона под ним мастикой на ширину 10 см. После этого укладываем гонт с отступом в 1 см от бортика фронтонной планки. Последний гонт в ряду, вернее обрезок гонта, должен крепиться как минимум 2 гвоздями. И подрезаем его верхний уголок под углом 45 градусов. Подрезку производим кровельным ножом. Такая подрезка необходима для отбоя воды, стекающей сверху. Таким образом, в результате мы сформируем по всей длине фронтона желоб шириной в 1 см для эффективного отведения дождевой воды. Приступаем к следующему ряду. Начинаем с торца. Смещаем верхний гонт относительно нижнего по горизонтали влево на 15 см. Излишки у карнизной планки просто отрезаем. Обратите внимание, при монтаже последующих рядов мастикой мажется как торцевая планка, так и часть ниже лежащего гонта. Нижний край верхнего гонта совмещаем с краем выреза ниже лежащего гонта, после чего верхний гонт плотно прижимается к нижнему. Часто приходится видеть, как, укладывая черепицу с нарезкой «Зуб дракона», кровельщики пытаются подобрать гонты так, чтобы получить некий рисунок. Но удобство данной нарезки как раз-таки заключается в том, что подбирать рисунок не нужно. Просто укладываем гонты один за одним, стык в стык. Очень удобный и быстрый в монтаже материал, особенно учитывая его размеры. Ведь гонт Dragon самый большой среди аналогичных на рынке. А чем больше гонт, тем быстрее монтаж. И гвоздей потребуется тоже меньше. Кстати, о гвоздях. Обратите внимание, теперь каждый гвоздь пробивает не 1, а 2 ряда черепицы, включая гонты предыдущего ряда. Такое крепление создает повышенный запас прочности и надежности всего покрытия.
После того, как второй ряд закончен, самое время начать монтаж системы снегозадержания. Иначе потом верхний ряд закроет нижний, и снегозадержатели уже не установить. Есть мнение, что на кровле с гибкой черепицей снегозадержатели не нужны. Дескать, сама шероховатая поверхность из каменного гранулята не дает снегу сходить с крыши, в случае как с металлочерепицей. В большинстве случаев это действительно так, но нужно помнить о таком погодном явлении, как ледяной дождь. В наших широтах это не редкость. Что при этом происходит? Каменные гранулы покрываются ледяной коркой, коэффициент скольжения увеличивается. Вероятность лавинного схода нападавшего поверх снега возрастает, особенно на крутых скатах. К тому же снежная масса вмерзает в каменный гранулят и давит своим весом на гонт. При этом образуются нагрузки, которые тянут черепицу вниз, то есть растягивают ее. Снегозадержатели выполняют две важные функции. Они предотвращают сползание снега с крыши, а значит защищают водосточную систему и имущество владельцев, например, машину, от возможных повреждений. И вторая функция – они частично снимают нагрузку на растяжение с черепицы, особенно при большом уклоне, и передают ее на обрешетку крыши и сплошное основание. Часто спрашивают, какое количество снегозадержателей требуется для черепицы Дёки Пай Драгон. Если скат пологий до 45 градусов, достаточно 6 штук на погонный метр карниза. Если уклон больше 45 градусов, как в нашем случае, потребуется 8 штук на погонный метр карниза. Схема расстановки снегозадержателей для каждой формы гонта различна. Для черепицы Дёки Пай Драгон она очень простая. Отступаем от бортика фронтонной планки 300 мм и устанавливаем точечные снегозадержатели вдоль всего ряда с шагом 500 мм. Размещаем их так, чтобы при нахлёсте нижняя кромка верхнего гонта совмещалась с этой выпуклой ступенью. Верхний гонт закроет ножку, полностью скрыв место крепления. В нашем случае уклон более 45 градусов. Поэтому мы будем устанавливать 4 ряда снегозадержателей в районе карнизного свеса. Для уклона менее 45 градусов понадобится всего 3 ряда. Каждый ряд снегозадержателей монтируется через ряд черепицы. Устанавливаем их со смещением в 250 мм относительно снегозадержателей нижнего ряда. Все, ряд снегозадержателей установлен, поэтому переходим к укладке третьего ряда черепицы Дёки Пай Драгон. Делаем это точно так же, как и раньше, и аналогично монтируем все последующие ряды. Для перемещения по крыше мы используем уже знакомые вам из выпуска «Безопасность на кровле» подмости со специальными кронштейнами. Если не видели, советую посмотреть. Ссылка будет в этом углу и в описании к видео. Крепим кронштейны подмости поверх смонтированных гонтов. Крепление кронштейнов осуществляем кровельными гвоздями, которые позже закроются следующим рядом черепицы. Желательно подложить под кронштейн обрезки черепицы, чтобы после демонтажа не осталось вмятин и повреждений. Снимать такие подмости тоже очень легко, не оставляя никаких следов. Теперь, стоя на подмостях, монтировать последующие ряды черепицы будет легко и удобно, а главное безопасно. По мере приближения зоны монтажа вверх к коньку, подмости время от времени снимаются и переставляются выше. На сегодня все. Надеюсь, наша инструкция убережет вас от досадных ошибок при монтаже гибкой черепицы своими руками.
В следующем выпуске мы подробно разберем, как правильно укладывать черепицу в зону яндовы и покажем грамотный обход трубы. Подписывайтесь на канал Дёки. Всем удачи на стройке. Пока!